Всем привет! Бензин – это кровь логистики. Подорожание бензина неизбежно ведет к подорожанию всей номенклатуры товаров. Даже незначительные колебания цен на энергоресурсы сильно сказываются на благосостоянии населения. Потому ситуация, при которой в стране с мощной нефтедобычей вдруг достаточно ощутимо дорожает бензин, вызывает удивление. Более того, оно вызывает гнев. Связано это, конечно, с тем, что сама нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасли находятся в руках частников и обслуживают их интересы. Неолиберализм предполагает максимальное дистанцирование государства от экономики. И именно неолиберальный капитализм строился в России последние 30 лет. Потому государство практически не может повлиять на ситуацию. Всеми запасами добытого распоряжаются частники, и именно они выставляют цены. Государство попыталось ввести запрет на вывоз топлива за границу, но это не помогло выправить ситуацию. Эксперты из Госдумы уже тоже заявляют о том, что сдерживать низкие цены на бензин государство не может. Поэтому государству необходимо дать в руки инструменты, которыми оно сможет решить энергетические проблемы. По крайней мере, так считает значительный процент опрошенных в недавнем социологическом исследовании. Так, на вопрос, считаете ли вы целесообразным национализацию нефтедобывающей промышленности для стабилизации цен на топливо внутри России, 97% опрошенных ответили «да, считаю это целесообразным», и 3% ответили «нет, не считаю это целесообразным». А вы знали, что на Автоспот можно найти не только лучшее предложение по стоимости ТО, но и посмотреть рейтинг сервиса и отзывы реальных клиентов? Поэтому, если вам нужно пройти ТО, сделать диагностику или ремонт автомобиля, как у официальных дилеров, так и в независимых проверенных автосервисах, то вам на автоспот.ру. Ссылку на секретные акции, скидки и спецпредложения я оставил в описании, пользуйтесь. Там же вы найдете лучшие предложения на новые автомобили. Именно попытка сырьевиков вызвать в стране социальное шатание является причиной подобных ситуаций с подорожанием топлива. Теряя влияние на политический аппарат, постепенно уступая его производственникам и силовикам, сырьевики используют доступные им инструменты для давления на правительство. Подорожание цен на ЖКХ, на курицу и свинину, на бензин и прочие стратегические товары. Результат неолиберальной экономики России. Желание сырьевых олигархов сохранить свое господствующее положение. Попытка не допустить национализации их активов и любых ограничивающих мер на их капиталы. Они ставили и будут ставить личные буржуазные интересы выше общественных. И только лишь национализация может обеспечить стране политэкономическую независимость и безопасность. Вообще нужна национализация всех ресурсов и в первую очередь стратегических. Когда-то на 100% государственный Газпром. Теперь на 49,9% принадлежит частникам-олигархам и кое-кому по мелочи. То же самое со Сбербанком. Алроса, крупнейшая в мире компания по добыче алмазов, как и Газпром, наполовину принадлежит частным акционерам. А как считаете вы, нужна ли национализация нефтянки для стабилизации цен на бензин? Пишите в комментариях.